Сравним три актуальные модели All-in-One от компании Roborock. Roborock S8 Max V Ultra, побывавший в космосе и за год существенно сбросивший свою цену до уже более реалистичных 100 тысяч рублей. Робот вооружен виброшваброй с дополнительным мопиком, у него продвинутая навигация с обходом предметов и внушительные 10 килопаскаль в блоке с двумя валиками. Roborock Cureva Master. Настоящий специалист в вопросах уборки стоимостью 70 тысяч. Рабочий блок такой же, как у Max V, но вместо виброшвабры мопики с выдвижным механизмом. Еще у мастера функция самоочистки поддона на станции. Флагманский Roborock Cureva Curve за 100 тысяч может похвастать скалолазной подвеской, позволяющей преодолевать пороги до 3 см, и новейшими щетками с системой очистки от намотавшихся волос. Для домов с лохматыми собаками это может быть принципиально важно. Сравним эти модели по каждому аспекту системы оценки Best Robot и разберемся, какая из них больше подойдет под ваши цели и условия. В плане комплектации никаких отличий. Только пылесос, станция и запасной мешок. Ни запасных аксессуаров, ни моющего средства. Типичный подход Roborock. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Из общих моментов конструкции стоит выделить круглый корпус высотой 103 мм и выдвижную торцевую щетку. Но тут мы сразу переходим к отличиям, потому что у Мастера и Max V она стандартная трехлучевая, а у Curve двухлучевая с защитой от наматывания волос. То же самое касается центрального блока, где у Curve установлена новая щетка Duo Divide. Наматываемые волосы продвигаются к центру раструба и улетают в просвет между частями щетки. У Мастера и Max V привычная система с двумя валиками. Да, в рекламе показано мини-лезвие для очистки торцов, но по факту оно не работает. Другое принципиальное отличие – моющий блок. У Мастера и Curve он стандартный в виде мопиков с выдвижным механизмом и лифтом на 10 мм при заходе на ковер. Max V более креативный. У него большой вибромодуль с дополнительным мопиком для уборки вдоль стены, и вся эта конструкция поднимается на 20 мм. Даже средневорсовый ковер останется сухим. Также из отличий стоит отметить пылесборник. У всех этих пылесосов он небольшой, но у Мастера просто неприлично маленький, всего 220 мл. А еще у Max V есть дополнительный датчик поверхности за правым колесом. Не сказать, что это добавило много очков ему в карму, но в целом дизайн этой модели я оценил немного выше. Все модели поставляются со станциями All-in-One. Есть очевидное различие в дизайне и габаритах, но функциональность практически одинаковая. Все они промывают салфетки в теплой воде, сушат их теплым воздухом, добавляют воду в бачок. В станциях Curve и Master есть самоочистка поддона с скребками. У Max V такой функции нет, поскольку вместо крестовин в поддоне у него установлен ролик с направляющей и отдельная полочка для очистки мини-мопика. Функциональные возможности у пылесосов вариативны, включая детальную настройку уборки для каждой комнаты, удаленное подключение к камере, разные алгоритмы работы для разных покрытий и многое другое. Ключевое различие между указанными роботами в том, что Cureva Master представлен только в глобальной версии, у которой нет русскоязычных уведомлений, а встроенный голосовой помощник Hello Rocky работает только на английском языке. с версии Cureva Curve и S8 Max V Ultra полностью русифицированы. Также следует сказать о возможности спрятать комнату в редакторе Cureva Curve. Эта функция позволяет избавиться от зазеркалья на карте. Еще есть сомнительная функция под названием «комплексный маршрут». Зато у S8 Max V есть настройка частоты вибрации салфетки и дополнительная кнопка на корпусе, если для кого-то это имеет значение. По итогу функциональные возможности Cureva Curve я оценил немного выше, чем Max V, но только если мы говорим о версиях данных моделей.
Навигация с обходом предметов у соревнующихся роботов реализована на высоком уровне, причем даже в темноте. На этот случай предусмотрена подсветка. Кюрева Curve не прошел тест с размотанным проводом, зато в отличие от конкурентов четко объехал ножки сушилки. Мастер справляется с этой задачей с переменным успехом, а S8 Max V, к моему удивлению, не справляется вовсе. Полный провал. Зеркала мастер игнорирует, думает, что это дверные проемы. Конкуренты тоже рисуют на карте зазеркалье, но хотя бы показывают зеркало значком. Ключевой отличительный параметр – проходимость порогов. Адаптивное шасси позволяют Кюрева Curve проходить пороги высотой до 30 мм, либо даже 40 мм, если речь идет о составном пороге, как в рекламе. У мастера и Max V вездеходность стандартная, до 2 см. Еще говоря о навигации, можно отметить способность S8 Max V распознавать лужи и даже показывать их значком на карте. Но это работает только в режиме влажной уборки, когда блок с валиками и так поднят над полом. А в режиме комплексной уборки, когда это больше всего нужно, никаких признаков интеллекта робот не проявляет. За навигацию скалолазный Curve набрал заметно больше баллов, чем аналоги. Аккумулятор у Roborock Kюрева Curve тоже более емкий, но фактическая автономность у S8 Max V Ultra даже более высокая – 103 минуты на максималках. По уровню шума Кюрева Curve тоже интереснее конкурентов. Мастер где-то рядом, а S8 Max V куда более шумный пылесос. И с мощностью это никак не связано. Curve со своим тихим моторчиком вычищает на щелевом стенде до 10 мм включительно, в то время как для мастера и S8 Max V предел возможностей это 4 мм. Рабочий блок с двумя валиками рассеивает воздушный поток. Такое мы наблюдали и ранее. По мощности Кюрева Curve значительно превосходит соперников. Важный фактор, если хотите, чтобы робот вытягивал пыль из ковра. И на качество сухой уборки это тоже повлияло. С мусором на ламинате все роботы справились уверенно. Быстро зачистили центральную зону, потом доработали на периферии и за пару проходов собрали 100%. На стенде остались только единичные соринки, не повлиявшие на итоговый результат. Говоря про уборку в углах, могу отметить, что двухлучевая торцевушка Curve сработала более эффективно и за пару проходов вымела весь мусор, в то время как у конкурентов отмечается разброс соринок в угловой зоне. С песком более мощный Curve справился лучше собратьев. Зачистил весь стенд, в то время как мастер оставил песчинки в стыках. А S8 Max V Ultra даже на поверхности панели оставил песок. Резиновые валики менее подходят для таких задач, чем турбощетка. Но стоит заметить, что двухлучевая торцевушка Curve не смогла нормально вымести из угла. Трехлучевые щетки конкурентов показали себя лучше. На ковролине принципиальной разницы в уборке я не заметил. Все роботы основательно вычистили середину стенда и не доработали на периферии. Если бы мастера не подвел фронтальный датчик и не повел в обход угла, результат оказался бы лучше. На мохнатом ковре двухваликовые роботы предсказуемо выступили лучше. Они прочесали ворс и смогли достать соринки из глубины. Боковые зоны зачищены плохо. Стандартная ситуация для роботов-пылесосов. По совокупности результатов, особенно с учетом качества обработки периферийных зон, Кюрева Curve оказался чуть более интересным в плане сухой уборки. Собранный мусор роботы выгружают на станции и практически всегда справляются с этой задачей на 100%. При выгрузке песка станция мастера оставила в пылесборнике 5%, в то время как аналоги справились с этим тестом безупречно. Пожалуй, это единственное различие. Помимо сухой уборки, все представленные роботы могут мыть полы. Посмотрим, кто лучше справляется. Кофейные пятна для Curve и мастера, легкая прогулка. После первого прохода стенд блестит, а дополнительный запуск нужен только для отмывания пятен у стены. S8 Max V возился со стендом гораздо дольше. Центральные зоны убрал нормально, но вдоль стены оставил непромытыми 45 мм и в углах до 120 мм. У конкурентов слепая зона вдоль стены вообще отсутствует, а в углах скромные 25-30 мм. С пятнами сока ситуация повторилась в точности. Curve и мастер уже отдыхают, а Max V еще бегает, пытаясь отмыть середину стенда. С грязью быстрее всех справился Curve.
Быстро засосал комки земли, за несколько проходов размазал по стенду коричневую консистенцию и собрал на лед. Виброшвабра, как выяснилось, неплохо впитывает земляную жижу, так что в этом тесте Макс В даже оставил позади мастера. Но тест с кетчупом расставил все на места. За 8 проходов роботы с мопиками смогли размочить, размазать, убрать разводы, на лед и уйти на отдых. А вот виброшвабре потребовалось 1,5 раза больше времени. Интенсивности смачивания S8 Max V Ultra тоже как будто не хватает. По итогу виброшвабра с дополнительным диском заметно проигрывает по эффективности выдвижным мопикам, что отражается в начисленных баллах. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. С выбранной периодичностью роботы стирают салфетки на станции в теплой воде. Проверить температуру подогрева не представляется возможным, но если говорить о самих салфетках, у Curve они прогреваются лучше всего. Для оценки качества промывания я во всех случаях использовал тщательный режим с максимальным расходом воды, но без добавления моющего средства, хотя у S8 Max V Ultra такая функция есть. С удалением кофе Master и Curve справились на среднем уровне, а Max V немного хуже. Чем роликовой щетке не понравилось кофе, сказать сложно. Тем более, что следы сока она отмыла на топовом уровне. Отжимаемая вода практически прозрачная. Другие роботы тоже показали хороший результат, но S8 Max V я оценил бы выше. От грязи салфетку он тоже отстирал более качественно, хоть и удалось отжать коричневую пену. Однако у конкурентов не только грязная вода, но и комки земли в салфетках остаются. С кетчупом, как обычно, ни одна станция не справилась, но ручной стирки в случае Max V снова меньше. Пара отжимов и разница до и после не столь существенная, как у собратьев. По совокупности результатов самоочистка у S8 Max V Ultra реализована заметно лучше, чем у роботов Curve. После полоскания салфеток станции сушат их теплым воздухом. У Мастера и Max V температура выдуваемого воздуха немного выше, но при двухчасовом цикле сушки разницы нет. У всех моделей салфетки высыхают полностью. Подведем итоги. Все пылесосы показали неплохие результаты в тестах и в целом являются топовыми моделями по меркам 2025 года. Но флагманский роборок Curve Curve все-таки обходит соперников в мощности и навигации. Робот способен на глубокую очистку ковролина, преодолевает пороги высотой 3 см и не наматывает волосы, даже если в доме повышенный уровень лохматости. Роборок Curve Master практически не уступает Curve в качестве очистки поверхности и влажной уборки, а в углах иногда справляется даже лучше. Он хорошо прочесывает мохнатые ковры, но не может вытянуть из них пыль, поскольку для этого ему не хватает силы всасывания. Космический роборок S8 Max V оказался спорной моделью из-за модуля с виброшваброй. С одной стороны, он поднимается на рекордные 20 мм и не контактирует с коврами. С другой, по эффективности виброшвабра уступает мопикам, а дополнительный диск почти не моет вдоль стены. В текущем исполнении робот подходит в основном для профилактической протирки пола, что важно учитывать при выборе. Лучшие цены на эти модели найдете в телеграм-канале Best Robot, а детальное сравнение с таблицами у нас на сайте. Ссылки оставлю внизу. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!